Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе будет ключница. Выкройка на нее, а точнее на данных две ключницы, можно найти в описании под этим видео. Данную модель нашел где-то на просторах интернета. Сейчас уже даже не вспомню, где я ее именно видел. Ничего сложного в ней нет. Одно отделение, которое закрывается на замок. А вот вариантов крепления ключей тут можно придумать очень много. Если, конечно же, фантазия у вас хотя бы немножко более лучше развита, чем у меня, так как моя закончилась только на кожаном шнуре. На одном листочке имеется две выкройки. Выбирайте из них ту ключницу, которая вам больше подходит. Я же для себя выбираю сейчас ключницу, которая немножко побольше. Я когда-то делал сумку, и остались у меня два прекрасных кусочка кожи Crazy Horse толщиной 1,8-2 мм. И они отлично подошли под размеры данной ключницы. Шаблоны крепятся к коже при помощи скотча. Все шаблоны, которые я делаю как в этом видео, так и в другом, рассчитаны под пробойник с шагом 5 мм и диаметром 1 мм. И если вы используете другие пробойники, возможно, вам придется делать свои отверстия под нитки. Сначала вырезаю закругление, просто мне так было удобнее, после чего уже вырезаю полностью шаблон. Так как кожа имеет толщину 1,8-2 мм, а само изделие будет довольно маленьким, то для того, чтобы края смотрелись красиво и ключница не была похожа на маленький мячик, то по краям изделия нужно убрать излишки кожи, что я делаю при помощи ножичка. Специальных инструментов, либо станков для шерфования кожи у меня просто нет. Изделие рассчитано под молнию номер 5 длиной 180 мм. Молнию перед тем, как пришить, я сначала приклеиваю. Нитку использую круглую плетеную вощеную толщиной 0,55 мм. После того, как молния вшита, нахожу центр на одной детали и на другой детали, соединяю их лицом к лицу, и тогда можно приступать к прошиванию. Я прошиваю сначала одну половину, после чего открываю замок, чтобы потом можно было вывернуть данное изделие, и перехожу к прошиванию второй половины. Изделие маленькое, вывернуть его сложно, поэтому я помогаю себе с ликером. 2 hours later. Для выворачивания изделия также следует хорошо прижать кожу на стыках. Кожу Crazy Horse обрабатываю кремом Gardenia от Kenda Farben и даю ему хорошо впитаться несколько часов. Тем временем можно подготовить кожаный шнур для данной ключницы. В этой ключнице буду просто использовать кольцо, хотя можно использовать, к примеру, карабин, как у меня сделано в ключнице поменьше. Тут уже кому как нравится. Вот и все, изделие готово. Пока-пока.